Здравствуйте, меня зовут Дарья, и на своем канале я рассказываю о своих лошадях, о работе с моими лошадьми, обо всем, что связано с лошадьми. И сегодня мы продолжаем разговор про табун, и я хочу поговорить в ответ на поставленный мне вопрос буквально сегодня в комментариях к прошлым видео. Вопрос звучит так. Как вы думаете, не повлияет ли знакомство лошади с табуном и гуляние в табуне на взаимоотношения лошади и человека? То есть не испортится ли ее характер, не перестанет ли она уважать человека, начав уважать своих соплеменников, более вышестоящих по иерархии в табуне? То есть, другими словами, не вредит ли лошади жизнь в табуне именно во взаимоотношениях с человеком? И вот сегодня я хочу как раз на эту тему поговорить, поскольку ответ на этот вопрос я получила уже очень давно, когда мы только-только начали, взаимоотношения наши с лошадьми, которых у нас стало не одна, не две, а несколько. И выращивая жеребят в этом коллективе лошадей, тогда еще небольшом, мы поняли, что самая главная задача, ну не то, что даже задача, а плюс, большой плюс коллективного вот такого содержания лошадей и выращивания жеребят именно в коллективе в том, что жеребята, глядя на то, как мама лошадь, либо старшая кобыла там, или взрослый жеребец в этом коллективе относится к человеку, достаточно одной такой лошади, но которая будет старшей. И человек берет эту лошадь из табуна, и он ее ведет, он ее запрягает, либо он ее седлает, он на ней работает. И глядя на это, что самое удивительное, другие лошади начинают воспринимать человека как существо, которое выше той лошади, которая вот у них в табуне главная. Что интересно. И жеребята, которые выращиваются в табуне, таким образом, имея пример лошади, старшей лошади, которая уважает человека, которая хорошо оповожена, которая хорошо ловится, которая хорошо работает у них на глазах, вырастая к моменту начала работы, уже довольно легко и спокойно воспринимают заездку, воспринимают все манипуляции с собой, имея перед глазами такой пример. Но некоторые могут сказать, ну вот вы как бы придумываете, животное, оно не может это ассоциировать. Вот наш опыт показал, что может. Вы можете верить, можете не верить, можете соглашаться, можете не соглашаться, можете проверять, это ваше право. Но я рассказываю о нашем опыте и о том, как было у нас. А было у нас именно вот так. Ну, вот не далее, как сегодня, у меня был такой интересный пример, что мы приехали с маршрута на кобыле, которая имеет жеребенка, и жеребенок этот, ну, еще маленький. Мы приехали, я спускалась с лошади, спешивалась, и тут стоит жеребенок, и я на него положила ногу чуть-чуть, да, одна нога в стремени, вторая, значит, на жеребенке. И жеребенок никак не воспринял это, то есть он воспринял, точнее, это как само собой разумеющееся дело, что его то раньше чесали, там на него что-то клали вальтрапчик, сейчас вот положили немножко ногу, человек выше, человек на мамке сидел, и человек выше него, и ему все равно. То есть вот жеребенок, имея такой пример, уже с самого рождения становится, в общем-то, лошадью, которая готова к дальнейшей заездке и к тому, что человек может оказаться выше. Это очень важный момент. Почему вот дикие лошади, которые никогда не видели человека над собою, воспринимают любые попытки человека сесть на лошадь, на эту лошадь, либо на лошадь рядом, как нападение. Здесь же наоборот, как должное, как само собой разумеющееся, как часть их мира воспринимается такая штука. Вот. Ну, а сейчас мы немножко походим в табуне, пообщаемся немножко с лошадьми, вот, и посмотрим, насколько они
адекватны и насколько они принимают человека именно в табуне, который подходит, как-то взаимодействует, просит уступить или там общается с лошадьми, и как все это происходит. Ну, пойдемте. Вот рядом со мной находится косячник. Это жеребец, который гуляет с косяком кобыл и жеребят. И я сейчас попробую к нему подойти и вот почесать. Вот, не знаю, в каком он сегодня настроении. Яшка, привет, привет, иди ко мне. Иди, тебя почешу. В принципе, он очень контактный парень, он очень любит всякие почесухи, любит всевозможные к себе внимания со стороны людей, и он с удовольствием общается. Хотя он не заезжен на данный момент, только оповожен, но он растет, ему 2 года всего, вот, и он еще маленький для заездки, но вполне себе готов для всевозможных вот таких манипуляций с земли. Я сейчас попробую, ну, не то что попробую, я его попрошу сейчас осадить, то есть уступить мне. Стой. Яш, давай, прими. Вот он это делает. Но, правда, ему нравится, когда его чешут. Стой. И несмотря на то, что здесь рядом кобылы, и вот они тут буквально за кустом, он с человеком общается, он совершенно не агрессивен, и он довольно с большим удовольствием это делает. Ну вот сейчас мы подошли к жеребятам и молодым лошадям. И жеребята, как видите, вполне себе расположены общаться, потому что я часто подхожу и чешу, и беру, допустим, более старших лошадей, и они это видят, им тоже хочется общения, и они никуда не убегают. И, в принципе, мы же ребят, конечно, еще не оповоживали, вот, но они с удовольствием общаются, они с удовольствием идут на контакт, им интересно. Вот сейчас к оператору пристала лошадь. Вот. И когда человек находится в табуне, и он выставляет свои какие-то правила, свои определенные приоритеты. Вот, допустим, кто-то хочет общаться, а человек не хочет, допустим, он может этого кого-то немножко от себя отодвинуть, как делают это другие лошади. Вот. Вот кто-то нагло вот так лезет, мы отодвигаем от себя, да, отодвигаем. Мы не хотим, чтобы на меня кто-то наступал, да. А если сильно кто-то наглеет, вот так происходит. Оно не ожидало. Ну, собственно, как это делают и другие лошади в табуне. Причем жеребенок не стал пугливый, он не убежал никуда. Вот я разрешаю подойти, она подходит. Почесала, допустим, да, сейчас я почешу. Она говорит: о, клево, 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 здорово. Но уже на меня таким образом наглым не прет. Ты иди тоже чесаться. Будешь чесаться? Вот. Ну, собственно, о чем у нас речь? О том, что жизнь в табуне не делает лошадей хуже. Она не меняет отношение лошадей к человеку. Лошади также относятся к человеку, если человек сам не меняет свое отношение к лошадям. Допустим, если он приходит в табун и он диктует свои правила лошади, то лошадь эти правила воспринимает как должное. Но если человек меняет свое отношение к лошади в табуне, допустим, он пришел, а лошадь на него нагло идет, и человек, пугаясь, отходит, то лошадь начинает на него нападать и считает, что на территории табуна она тут главная, а человек пришел как случайный особь. Да? Но если человек считает, что он здесь главный, он идет через лошадь, и лошадь отходит, то, конечно, лошадь никакое свое отношение к человеку не поменяет на меньшее или на какое-то, допустим, неуважительное. Я вот прогоняю от себя мелкую, вот она ушла. Иди, давай.
хотя этот же ребенок очень наглый и лезет ко всем на ручки. И также можно это делать и со взрослыми лошадьми. Если вы пришли в табун, вы тут должны быть главным. Собственно, вот об этом речь. И речь о том, что человек должен всегда, независимо, одна у него лошадь, 2, 3, 5, 10, табун, приходя в табун, либо забирая лошадь из табуна, человек всегда должен себя чувствовать здесь главным, то есть устанавливающим правила. И ни в коем случае не идти на поводу у лошадей и не делаться более низшим по иерархии существом в их коллективе. И тогда у вас будет счастье, как говорится, все у вас сложится. Вот об этом мы сегодня поговорили. Собственно, я попыталась ответить на этот вопрос, немножко порассуждать на эту тему и немножечко как бы поделиться своим когда-тошним опытом. Ну что, всего хорошего, смотрите наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока!